Мое почтение, величественные генералы. Интереснейшая задачка у нас с вами сегодня на повестке дня. Можно ли пройти элитные этапы Kingdom Rush Alliance на безумце, используя только лишь башни лучников и героев-стрелков? Сколько на это понадобится попыток и можно ли каждый уровень отыграть по чистенькому на 3 звезды? Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать ответы на поставленные вопросы. Совсем недавно я проводил небольшой эксперимент и пытался ответить на вопрос, можно ли пройти основную кампанию Kingdom Rush Alliance на 3 звезды, используя только лишь башни лучников и при поддержке героев и подкрепления. И кто смотрел то видео, подтвердит, что эксперимент прошел успешно. Золотые лучники и баллиста без особых проблем затащили каждый из этапов, правда уровень сложности был ветеран. Сегодня же мы попытаемся пройти элитку Альянса, также используя стрелковые башни и героев того же типа. Но играть будем на уровне сложности безумец. Вот люблю я найти приключения на свою жопу. И уж поверьте, основная кампания в сравнении с элитными просто цветочки. Но играть будем намного ярче и с более широким размахом. Многие в комментариях писали мне: бро, почему не берешь сумеречных длиннолучников? Давай исправляй ситуацию, иначе устроим тебе темную. А фан-клуб этой башни довольно большой. Это подтверждают и опросы на моем YouTube и ТГ каналах. Поэтому условия немного изменены, но также довольно просты. Использовать могу королевских лучников, баллисту, плюс сумеречных длиннолучников, но только лишь способность на увеличение урона. И стражей дюн. Стрелки на ракете опять-таки остаются на лавочке запасных. А как бы они мне пригодились в арахнофобии. Пауки, как же я их ненавижу. Из прежних героев остается Веспер, и к нему присоединяются Аня и Броден. Остальные герои группа поддержки на трибунах. Древо улучшения на максимуме, герои стартуют уже на 10 уровне прокачки. Хера себе бонус уже в начале пути. Могу свободно использовать все способности героев и опцию вызова подкрепления. Уровневые башни также могу использовать по необходимости и в момент, когда они активны по умолчанию, а будут и такие, но опять-таки с определенной хитринкой. И вот любят разрабы добавить огонька к прохождению. Ну и напоследок стараться буду пройти этапы на 3 звезды. Но очень сомневаюсь, что получится это сделать с первой попытки. Да и получится ли вообще? Я, конечно, старичок в Альянсе, но ёпта, это же башенки. Тут в любой момент все может пойти не по плану. И начинаем мы с первой мини-кампании под названием «Неугасимая ярость», где противостоять нам будут самая настоящая нежить и орды павших эльфийских воинов под предводительством некогда великого героя-элементаля Аривана, а нынче именуемого себя Навира. Улавливаете всю иронию ситуации? Кстати, Навира — это анаграмма имени Ариван. Первый этап под названием «Мглистые развалины» переносит нас к окрестностям некогда причудливого волшебного леса и имеет довольно интересную структуру. 2 зоны выхода врагов и 2 точки с флажками, которые нам предстоит защищать. В моем активе королевские лучники, баллиста и новички этого сезона стражи дюн под руководством Веспера и Ани. Помимо этого на локации присутствуют 3 уровневые башни кучерявых стаиросов, которые имеют урон в размере 28-50 единиц и активны с самой первой волны. Уписаться можно от такого счастья, пока не узнаешь особенность и хитринку этой башни. Но об этом чуть позже. Первое, с кем мы вступаем в бой, это Ревенант-странник, основа армии павших эльфов, который имеет 390 единиц здоровья, 10-14 урона при дальней атаке и 12-14 в ближнем бою. Так еще и легкую физброню, не слабый такой дохляк, а? Но самое интересное, после смерти порождает фантома, который взаимодействует с другими врагами и, внимание, другими объектами. Имеет 170 единиц здоровья и 8-12 урона. На третьей волне мы знакомимся с еще одним врагом, гибельным волком, имеющим 280 хп и урон в размере 10-16 единиц. И когда этот волк начинает получать по гриве от наших башенок, моментально ускоряется и как настоящая гончая мчит к флажкам. На пятой волне меня ждал еще один сюрприз. В верхней части карты с присущим тыквоголовому Джеку зловещим смехом возник призрачный дух Рождества и взмахом посоха открыл еще один проход, откуда моментально помчали гибельные волки.
Вот подстава. К тому же на этой волне один из стаиросов успел потерять свою шикарнейшую шевелюру, все благодаря взаимодействию с фантомами. Так еще и мои герои устроили стрельбище по бедняге. Шестая волна знакомит нас с летуном этой мини-компании. Пыльцевой криптид. Прям название какой-то жуткой болячки. Эта моль имеет 230 единиц здоровья и 20% магическую броню, а также оставляет облако пыльцы, защищающее врагов от урона. Именно в этом облаке на 9 волне я все же потерял одного стаироса, который после взаимодействия с очередным фантомом превратился в мини-босса Смертороса, имеющего 3530 здоровья, 62-94 единиц урона в ближнем бою и 60% физ броню. Так еще при дальней атаке наносит урон по площади в размере 120-180 единиц. Но в дальнейшем обошлось без сюрпризов и удалось пройти этап на 3 звезды, сложность безумец с первой попытки. Что позволило переместиться на второй этап этой мини-кампании под названием Застава Глубоколесья. Локация хорошо знакома еще со времен первого чемпионата от Айронхайда, да и сам не раз устраивал челленджи на этой карте, но не в таком составе, как сейчас. А на манеже все те же, башенки как на первой локе и герои Веспер и Аня. Хотя первый этап и показал, что эта сладкая парочка далеко не Соколиный Глаз и Черная Вдова. Ко всему прочему, к нам присоединился брат Аривана, смелый рейнджер Эридан. А еще есть 2 уровневые башни, которые я самоуверенно решил проигнорить. И вот я такой весь модный, пощелкав все фонари, принялся бить врагов. А уже на второй волне прозвучал первый тревожный звоночек, когда пробежал гибельный волк. Ко всему прочему, на 5 волне мы знакомимся с новым врагом Ревенантом Духоводом, тем самым, который так подгадил на первом этапе. Он имеет 1000 единиц здоровья с 80% защитой от магии, 16-38 магического урона при дальней атаке и урон 10-24 в ближнем бою. А еще призывает фантомов и блочит башни. Вот так букет из вкусняшек. Но настоящей проблемой стал не этот стихоплет, а одержимые доспехи. Новый враг, который имеет 1660 единиц здоровья, урон 32-48, но самое главное 80% физброню. Так еще и после разрушения может быть воскрешен фантомом. По итогу этот призрачный дуэт и погубил меня. На 11 волне фантомы полностью снесли первую из уровневых башен, оборудовав из нее свою казарму. Когда фантом попадал в башню, он моментально превращался в одержимые доспехи, а не имея задержки и магической атаки, я был обречен. Так и получилось, на 15 волне случился прорыв, и я потерпел сокрушительное поражение. А я ведь пригласил Овечкина запечатлеть свой триумф и так обосраться на все королевство. Проведя работу над ошибками, я сделал замену бомжа Веспера на Бродена. И что вы думаете? Вуаля! Безоговорочная и сокрушительная победа и полная капитуляция врагов перед величием Альянса. Правда, потерял 2 жизни, но при этом сохранил уровневые башенки, что тоже приятно. По итогу уровень пройден на 3 звезды, безумец со второй попытки. И за мои старания мне наконец была дарована башня сумеречных длиннолучников. Снарядив ее сразу к себе в арсенал, заручившись поддержкой Ани и Бродена, я отправился в храм павших на финальное сражение с Навиром. Уровень представляет собой череду крутых тропинок и дугообразных поворотов, все в том же стиле Origins. 3 зоны спавна врагов, 2 точки для защиты и множество мест для постройки башен. Лишь бы монет хватило. Ах да, и по центру загадочный склеп в призрачных тонах, из которого, начиная с 3 волны, спавнятся фантомы. А уже на 5 волне нам представлен последний враг этой мини-кампании — Ревенант Жница, имеющий 660 единиц хп, 22-52 урона и 25% магическую броню. К тому же превращает ближайших фантомов в жниц. Поэтому подпускать этого врага близко к склепу точно не стоит. Пройдя весь этап без каких-либо проблем, в чем сильно помогли сумеречные длиннолучники, в бой вступает Навира. Крутясь, вертясь и всячески создавая мне проблемы, он пытается прорваться сквозь укрепления и заставить меня начать прохождение миссии с самого начала. Но этот его задум изначально был провальным, так как сила Альянса велика, а желание победы неугасимо. По итогу 3 звезды, безумец с первой попытки.
Но главное, я осознал, что Веспер как герой даже близко не тащит элитные уровни, слабый дамагер и слабый дуэлянт. Да и в целом пара из них с Аней так себе. Придется чаще сводить вампиршу и воинственного гнома, лишь бы Данте не прознал о моих планах. А на очереди у нас мини-кампания «Древний голод», которая, как по мне, на порядок сложнее предыдущей. Да и вообще считают мини-кампанию одной из лучших творений Айронхайдов. Первый этап голодных игр под названием «Деревушка древесников» представляет собой череду дорожек, имея 3 зоны спавна врагов и 2 точки для защиты. Карта имеет небольшие размеры, что уменьшает время и возможности для маневра, усложняя ее прохождение. На карте можно наблюдать целых 5 уровневых башен разного типа, обосраться от восторга, но использовать я их не буду, опять-таки моя самоуверенность. В активе у меня 4 стрелковых башни и герои Веспер и Броден. Первый враг, с которым мы сталкиваемся, это Гаттер. Он имеет 390 здоровья и урон 10-16 единиц. Основная ударная сила кроков. Не слабо так, если учитывать, что атакуют они довольно большими группами. А уже на третьей волне из-за угла выбегает Шалтай-Болтай, крошка-крок, имеющий 80 единиц здоровья и 30% физброню. К тому же его не видит пехота, которой у меня и нет. И со временем крошка-крок вырастает в того же Гаттера, если яйцо вовремя не разбить. На 4-й волне мы впервые встречаемся с ящерострелом, крокодилья версия ядовитого плюна. Падла редкая, имеет очень дальнюю атаку и высокую скорострельность. При этом обладает уроном в размере 29-43 при дальней атаке и 11-17 в ближнем бою при 330 единицах хп. И уж поверьте, толпа этих дистрофиков может вынести даже дракона, если позволить им разгуляться. 6-я волна знакомит нас с летуном этой мини-кампании, крылатым кроком, который имеет 250 единиц здоровья. А уже на 7-й волне мы сталкиваемся с первым танком Смертилия, который имеет 1550 единиц здоровья и на минуточку 66-99 единиц урон. Прикиньте аппетит этого качка. Ну и наконец, на 8-й волне показывается Быстроног, который имеет 280 единиц здоровья и урон 11-17, как при дальней атаке, так и в ближнем бою. И ладно, если это базовая версия с обычной костью. Другое дело Быстроног с огромной ногой динозавра, который при взаимодействии с Гаттером превращает последнего в Смертилию, а это уже другой уровень отношений. Под конец 15-й волны один враг все же прошел мою защиту, но это не помешало получить 3 звезды безумец с первой попытки и открыло мне путь к следующему этапу. Затонувшие руины имеют довольно оригинальную структуру, и таких карт не так и много во всей франшизе. Полузатопленное болото с несколькими островами, где герою без специальных навыков передвигаться будет очень сложно и неудобно. 4 зоны спавна врагов и 3 точки для ведения обороны. Не просто подобрать стратегию с учетом того, что путь движения врагов постоянно меняется. К тому же, когда враги находятся под водой, урон им не наносится. На прохождение этого этапа я снарядил Аню и Бродена. На 4-й волне нас знакомят с новым врагом, гнездящийся Гаттер, который имеет 940 единиц здоровья при 60% физброне и урон в размере 42-63 единиц. Эта крокодилья матка словно арта выстреливает крошками-кроками, и это может создавать проблемы. Ну а на 7-й волне свою вставную челюсть показывает мудрый крок, новый враг, имеющий 780 единиц здоровья, 13-20 урона в ближнем бою, обладающий дальней магической атакой с уроном в размере 30-45 единиц, имеет высокое сопротивление магии, исцеляет других кроков и оглушает башни. Как вам такой суповой набор, а? Но даже этот крокодет пердет блекнет на фоне появления на 9-й волне настоящей гидры. Этот мини-босс имеет 3030 хп, урон в размере 75-105 единиц и 80% магическую броню. А еще способна отращивать 3-ю голову при смерти, и уже в этом состоянии гидра имеет 480 единиц здоровья, при том же уроне, один из самых сложнейших врагов Альянса.
Благодаря постоянному микроконтролю героев и равномерной прокачке башен мне удается пройти этап на 3 звезды сложность безумец с первой попытки, не потеряв ни одной жизни. И тем самым впритык подобравшись к древнему голоду Абоминору. Ах, Абоминор, такого лютого и дикого босс-файта, как первая встреча с этим голодным монстром, я не помню еще со времен Умбры. А эта клякса мой самый жуткий кошмар. И даже несмотря на то, что этого голодного крокодила уже несколько раз фиксили, он все еще остается прекрасным спарринг-партнером, как и сама локация под названием Лощина Ненасытного. Карта представляет собой ряд тропинок, которые между собой не пересекаются, имея опять-таки хитрожопое болотце в центре, откуда постоянно будут спавниться враги, к тому же в разных направлениях, прям поле чудес какое-то. Помимо этого есть еще 3 зоны спавна врагов и двусторонний вход в лощину, пройдя через который крошки-кроки стают гаторами. Это же касается и болота, та же фигня. Ну и конечно 2 точки, которые необходимо оберегать. Мой актив прежний, Аня и Броден под прикрытием лучника. А теперь о стратегии. В первоначальной версии можно было спокойно спамить башенками и не париться. Голодный рандом нажрал башню, а мы могли строить новую. Делал он это редко, поэтому спокойно можно было выстраивать оборону как угодно и пройти его одними стражами дюн. Но в новой версии Абоминор, уничтожая башню, блочит и точку для постройки, а делает это он намного чаще, чем раньше. Наспавив таких говнокучек, мы обречены на проигрыш, так как для разблокировки необходимо 220 золота. А врагов на каждой волне безумно много, и все они разные. Вся, мать его, палитра крокодильих красок. Поэтому спам стражами не вариант. Урон незначительный, а для всех способок деньга нужна. Сумеречные длиннолучники хороши, но из-за долгой перезарядки и без юнитов можно напропускать. Решил использовать старых добрых королевских и баллисту. И пока не забыл, на 7-й волне мы встречаемся с последним врагом этой мини-кампании, ящер-танком, который имеет 2420 здоровья, урон в размере 48-64 единиц и 35% физброню, при этом вращается в момент блокировки. И все же, несмотря на это и на тот факт, что Абоминор имеет 17600 здоровья при уроне 500-720 единиц, имеет несколько форм трансформации и в момент изменения восстанавливает здоровье, мне все же удается пройти уровень на 3 звезды безумец с первой попытки, сохранив все жизни. Спасибо тебе, древний и голодный сенсей, за чудесный босс-файт. Вот так, не спеша, потихоньку, мы и добрались к первой и пока единственной ДЛС Альянса колоссальной угрозе. И как бы игровое сообщество не относилось к гномьему ДЛС, на старте релиза, еще до изменений баланса, этапы в этом дополнении были одними из самых сложнейших всего Альянса. Хай-левел по уничтожению нервных клеточек. Стартовый этап Врата Черностали сразу рисует нам всю мощь угрозы, с которой предстоит бороться Альянсу. Огромный автоматон, созданный приваленным на всю голову гномом ученым, и клоны этого бородатого безумца. В моем распоряжении все те же стрелковые башни, а возглавляют этот поход Броден и Аня. Первым, кого мы встречаем, это молотобоец Черностали, костяк местной гномьей братвы. Он имеет 450 здоровья и 12-18 урона, не слабо так для начала. А уже на второй волне нам показательно демонстрируют, что происходит, если не следить за личной гигиеной и долго не мыть ноги, начинает заводиться всякая живность. У автоматона начинают расклеиваться лапти, и оттуда также спавнятся враги. На третьей волне мы знакомимся с ломовым бегуном, первым механическим врагом этого дополнения. Он имеет 230 здоровья, 7-11 урон и довольно высокую скорость, а еще при уничтожении превращается в металлолом. Думаете, это не важный факт? Херушки, в дальнейшем объясню почему. На пятой волне не спеша штурмовать выходит щитоносец Черностали, имеющий на минуточку 600 хп при 80% физброне и урон в размере 18-26 единиц. Так еще и после поражения превращается в молотобойца. Вот так киндер-сюрприз.
А уже на 6-й волне выбегает из ворот гном в труселях и спокойно залазит в механического воина, знакомя нас с первым мини-боссом этой кампании, Стражем Черностали, который имеет 3300 здоровья и не слабый такой урон в размере 76-114 единиц, ну и конечно же 80% физброню. Эх, как бы мне в этот момент пригодился Баркан Визард, ну или эльфийский астролог. На 8-й волне появляется летающий часовой, механический дрон, имеющий 200 здоровья и 20% физброню, который после уничтожения спешивается и превращается в катящегося часового, имеющего уже 720 хп, 10-18 урон, 20% физброню и дальнюю атаку. Мало того, после уничтожения опять-таки превращается в металлолом. Но и это еще не все. На 10-й волне прямиком из ада выходит дьявольский сварщик, который имеет 1950 здоровья и урон 27-45. К тому же при смерти отключает одну из моих башен. А теперь представьте все это шобло на последней 15-й волне уровня. Пресс был просто адский. Справившись с финальным штурмом, мне удается получить 3 звезды, безумец, сохранив все жизни с первой попытки. Как вам такой душевный прием? И вот, пройдя первый этап, мы сразу попадаем на конвейер безумия. Локация представляет собой череду тропинок, имея 3 зоны спавна врагов и 2 точки для защиты. Вроде ничего особенного, но не спешим расслабляться. Уже на 3-й волне мы знакомимся с новым врагом, Кулак Черностали. Его особая атака оглушает юнитов. Этот клон имеет 780 хп, 6-9 урон и 40% физброню. Боксер-тяжеловес. В начале 5-й волны внезапно из-под земли показывается огромный тостер, давая понять, что эта конструкция не уровневая башня, а лифт для спавна еще большего количества врагов. А на 7-й волне мы впервые знакомимся с виновником торжества Гримбородом, который в этом образе имеет 1660 здоровья и 24-36 урон. И если его не завалить, он начинает производить часовых, что не есть хорошо. На 9-й волне появляется безумный жестянщик, имеющий 1100 здоровья, урон 16-24 и наконец-таки, слава тебе Господи, магическую 80% броню. И тут мы вспоминаем про ранее упомянутый металлолом, из которого этот мусорщик производит ломового летающего дрона. И пусть эта мелкая бздюха имеет всего 60 здоровья, проблем может создать больших. И вот когда, казалось, все волны пройдены и я готов к босс-файту, одна падла все же проскочила, и встреча с Гримбородом началась при 19 жизнях, которые мне по итогу удалось сохранить, отправив гнома на ракете в небеса и закрыв этап на 3 звезды безумец с первой попытки. Отправившись следом за Гримбородом, мы оказываемся в сердце колосса, куда и приземлился вредный гном. Сама карта довольно интересна и своеобразна. 2 зоны спавна врагов и тропинка в нижней части карты, откуда будут вылетать часовые. Также 2 точки сдерживания врагов, разделенные небольшим полуостровком. В центре карты огромный торс автоматона со своей хитростью. Решив играть этот этап от обороны, выстроив башни в тыловой части карты, принялся мочить гномов. И вплоть до 4-й волны справлялся с этой задачей на изи, пока из глубинки не вынырнул наковальня Черностали. Этот барабанщик имеет аж 1550 здоровья, урон при дальней атаке в размере 58-86 единиц и в ближнем бою урон 26-40 при 50% магической броне. Так мало того, в момент своего соло-выступления эта падла усиливает броню и скорость своим союзникам. Ёлки, а что, так можно было? Я тоже хочу себе в команду такого пупса. И на самом деле это таки поддобавило напряжение и давление на мои укрепления. А когда, начиная с 8-й волны, подключился Гримбород, лупя с кулака чужих и своих и глуша мои башни ракетами, стало прям таки вообще жарко. И все же, несмотря на довольно-таки приличный штурм моих укреплений на последней волне этой локации, при помощи ведра с водой и ненормативной лексики мне удалось пройти сердце колосса на 3 звезды, безумец, сохранив все жизни с первой попытки. Правда, и Гримбороду опять удалось улизнуть от возмездия. Победа на этом уровне позволила практически впритык подобраться к Гримбороду и переместиться в зал клонирования, где именно и создается многочисленное войско безумца.
Относительно небольшая карта по своим размерам имеет 2 точки выхода врагов и 2 зоны с флажками. По центру прекрасный островок для постройки башен. Именно там я и начал размещать основную силу своей обороны. На 5-й волне в нижней части карты выехал лифт, откуда, сломя голову, рванул спам базовых бомжатских клонов, которые имеют 140 здоровья и 5-10 урона. Мобы непримечательные, но количеством могут задавить, учитывая, что такой же лифт был и в верхней части карты, практически у самой точки. Пришлось укрепляться и там. А на 6-й волне вылез еще один сюрприз, который под воздействием жидкой стали горы превратил клона в настоящего Халка, именуемого как Громила Черностали. Второй мини-босс данного дополнения. Громила имеет 3800 здоровья, 104-156 урон и 80% магическую броню. Кроме того, на низком уровне здоровья разбегается и таранит солдат, нанося урон и при этом не может быть остановлен. На 8-й волне я традиционно под воздействием пресса быстрых врагов, спама клонов и более мощных мобов таки пропустил одного врага, но остаток жизни сохранил до самого босс-файта, где Гримборода не слабо так долбанула по голове, отчего тыква его распухла, а глаза засветились от восторга моего прохождения. В результате чего из конвейера начали вылетать обезображенные клоны, имеющие 890 здоровья и магический щит. После сражения была проведена настоящая спасательная операция по вывозу, а точнее вытаскиванию Гримборода из ловушки, что позволило гному вновь уйти от правосудия. Этап пройден на 3 звезды, безумец с первой попытки, что открыло мне прямой путь на саму вершину к финальной локации гномьего дополнения. Лик превосходства, финальный этап гномьего дополнения, это своего рода сцена, имеющая 2 зоны выхода врагов и 2 точки для защиты. Ну а в центре этой сцены находится дирижер Гримбород в металлическом костюме. Карта относительно небольшая, что дает хорошее преимущество для разгона быстрым врагам и плацдарм для маневра часовым, как летающим, так и катящимся. Ко всему прочему, пятачок, на котором стоит гном, периодически открывает 3-й выход, откуда устремляются жирные сварщики и мини-боссы. Ну и не забываем о том, что это дополнение приучило к сюрпризам и неожиданным поворотам. Стратегию для отыгрыша я выбрал дерзкую, немного самоуверенную, расставив по периметру стражей, а в центре установив баллисту. Я уже играл этот этап одними стражами и все было удачненько, правда герои были другие. И вот уже на 2-й волне, в момент заброса моих позиций гномьим мясом, левый фланг провалился и я пропустил 2 врагов. И это, честно сказать, меня дико напрягло. На 7-й волне произошел еще один сюрприз в виде появления огромной головы автоматона, где из его ушей, словно с аэродрома, начали вылетать ломовые дроны и часовые. К тому же, если вовремя не заглушить эту огромную металлическую голову, автоматон начинает плавить башни, временно блокируя их. На 8-й волне под воздействием наковальни Черностали, все на том же левом фланге я пропустил ломового бегуна и 3 звезды мне уже не светили. По завершению 15-й волны гоблины при помощи динамита разнесли к херам автоматона и словно из ларца выскочил Гримбород, заговнякав мои башни и начав финальный босс-файт. Еще один интересный сюрприз. Ведь если не иметь достаточно золотишка, башни так и останутся скованы этими кучками металла. Гримбород, имеющий 17600 здоровья и урон в размере 230 единиц, смело направился к выходу, мечтая и в этот раз уйти от расплаты. Но сделать ему это не удалось. Победа со вкусом горечи и досады от того, что всего лишь 2 звезды. Сделав небольшую паузу, я провел повторную попытку финальной битвы. Убрав из состава баллисту, поставив по центру сумеречных длиннолучников и увеличив количество стражей, я без каких-либо проблем прошел этап и в говняху ушатал Гримборода, даже не вспотев. По итогу 3 звезды, безумец со 2-й попытки, сохранив все жизни и закрыв это ДЛС. Ну и наконец, вишенка на тортике всего этого безумия, последняя и самая свеженькая, хрустящая как хлебная корочка мини-компания Арахнофобия. Сарильга с 1-й части КР, Мактанс в Ориджинсе и вот теперь Пауки в Альянсе. Так мало того, как потом окажется, есть еще и 4-я подружайка Королева-паучиха. Реально? Ну вы серьезно? Эх, как же мне не хватает в этом прохождении магического древесника Ниру с голосом бабки. Он бы порешал вопрос с вредителями на раз. Первый этап этой мини-кампании под названием «Разоренное святилище» возвращает нас к обсидиановым пещерам, родным местам Касмира.
Карта довольно удобная, имеет стандартные размеры, 2 точки для защиты и 3 четко обозначенных зоны спавна врагов. Но наличие паутины повсюду дает понять, что гнусные пауки могут поползти откуда угодно. Также имеется уровневая, довольно интересная башня, которую использовать буду в крайнем случае. На прохождение снарядил Бродена и решил дать еще один шанс Весперу. Только бы не пожалеть о таком выборе. Башенки все те же. Первыми, кто нас встречал, конечно же, были взглядорожденные. А уже на 3-й волне я познакомился с летающим врагом, парящим пауком. Прикиньте! Этот паук имеет 180 здоровья, при средней физброне урон у этого летуна отсутствует, но сам паук начинает лететь при встрече с юнитами. И это на самом деле ни разу не приятно. Летающий паук, да вы прикалываетесь! Моя арахнофобия после такого вышла на совсем новый уровень. А на 5-й волне свою жопу показывает взглядохранитель. И вот именно этот враг, как в дальнейшем окажется, несет самую большую угрозу, играя эту мини-кампанию лучниками. Взглядохранитель имеет 1660 здоровья, урон в размере 56-84 единиц, 80% физброню, но самое страшное это кража жизни при атаке. А без стана сносить эту тушку физуроном задачка непростая. На 7-й волне выходит новая страшилка Паучья Сестра, которая имеет 780 здоровья, небольшую магическую броню и урон 4-8 единиц. При этом, если ее не атаковать, она начинает спамнить взглядорожденных. На 9-й волне появляется еще один новый враг, Жрец Паутины, который имеет 780 хп при 7-11 единицах урона и высокую защиту от магии. Но самое главное, имеет способность превращаться во взглядохранителя на пороге смерти. И это вам не отродье, уж поверьте. До 12-й волны я сражался как лев, но закидав меня паутиной, 2 парящих все же пролетели, и на горизонте засияла перспектива 2 звезд. Именно поэтому мною было принято решение в конце 14-й волны призвать на помощь 3 последователей Безглазого. По итогу мне удалось пройти этап на 3 звезды Безумец с первой попытки, пропустив 2 врагов. Это позволило мне переместиться на 2-й этап арахнофобии под названием Гнездовой чертог. Этап на голову сложнее первой локации. Карта максимально неприятная для отыгрыша. Ну как для меня-то точно. 3 точки для ведения обороны и 4 основных зоны спавна врагов. При относительно стандартных размерах карты имеются несколько островов паутины, которые ускоряют врагов и в то же время замедляют перемещение юнитов. При этом маршрут передвижения пауков также разнообразный. К тому же у самых точек находятся паучьи гнезда с яйцами, откуда периодически к общей массовке вылазят взглядорожденные. На 5-й волне мы впервые встречаемся с новым врагом, паук-кровопийца, который кристаллизует юнитов и поглощает их жизненную силу. Этот вампир имеет 780 хп и 21-35 урон. Не самый сложный, но также неприятный враг. А на 8-й волне вылазит очередная паучья тварь, культорожденный. И вот это действительно серьезная угроза. Как для солдат, которых у меня особо нет, так и в целом для ведения обороны. Это быстрый враг, имеющий отравляющую атаку, при которой если юнит умирает от яда, он автоматически превращается в культорожденного. Обладает 660 единицами здоровья и урон 16-24. Но несмотря на все эти угрозы и испытания, как бы это странно ни казалось, этап я прошел идеально, на 3 звезды Безумец с первой попытки, сохранив все жизни. Прям магия какая-то. Но счастье мое, друзья, длилось недолго. Финальная битва с королевой-паучихой меня догнала сполна. Да ёпта, можно целый 3-часовой фильм смонтировать с моих неудачных попыток пройти этот этап на 3 звезды. Это настоящий ад для стрелков с физуроном. Забытый трон — это довольно маленькая и компактная карта, которая имеет 2 точки защиты и множество зон выхода врагов. К тому же параллельно друг другу имеются 2 огромных паутины, дающие преимущество врагам на этой карте. Монет дается всего чуть больше 1000, а первые враги, которые атакуют, это летуны. Это вообще законно? Выстроив оборону и справившись с горем пополам с первыми штурмами, на 5-й волне вальяжно выползает новый враг,
прядущая дочь, которая при смерти создает паутину, имеет 660 единиц здоровья и урон 42-70 при средней магической защите. Именно эта тварь с 3 здоровья первой пробила мою оборону. И вот тут все посыпалось. На 10-й волне произошел первый жесткий прорыв врагов, оставив мне 15 жизней в активе. А на последней 15-й волне настоящая десантура, элита паучьих войск и вовсе задушили мои оборонительные потуги. Сперва 4, потом еще 2, а потом еще 6 взгляда хранителей с 1660 здоровья при 80% физброне размазали меня как сопливого ребенка. Это не забываем про всю основную тучу пауков. И даже несмотря на все это, с 2 жизнями я все же вышел на бой с Мигейл, где одолеть паучиху со всем имеющимся ресурсом уже не составляло труда. Итог: победа на безумце с первой попытки, но всего лишь 1 звезда. И тут начались мои мучения поиска тактики для победы на 3 звезды. После 10-й попытки я перестал считать и уже засомневался, реально ли вообще сделать с таким подбором героев. В башнях я был уверен. Пока в один из моментов, поменяв подкрепление на парагонов, чисто интуитивно, несколько раз перестраивая башни по ходу битвы, при огромнейшем везении с двойным вызовом хищных птиц Бродена и в целом очень удачном стечении обстоятельств, пожертвовав осознанно 2 жизнями, я вышел на бой с Мигейл, имея в активе 18 жизней. И это, друзья, был успех. Можно было закрывать лавочку и начинать наконец жить. Кстати, после того я несколько раз пытался повторить результат, но провал. Поэтому 3 звезды на финальной локации скорее случайность, чем закономерность. Итак, подводим итоги проделанной нами работы. Мне удалось пройти все элитные этапы Kingdom Rush Alliance на уровне сложности Безумец, используя только лишь стрелков и башни лучников. При этом, в отличие от основной кампании, мне понадобилось намного больше попыток на разных уровнях для того, чтобы закрыть этапы на 3 звезды. К тому же, не забываем, что уже на 2-й локации первой мини-кампании у меня было единственное поражение за все мое путешествие, чего не было при прохождении основной кампании. Помимо этого, огромное опасение вызвал последний босс-файт с Мигейл, где по большому счету мне так и не удалось подобрать максимально удачную стратегию для отыгрыша этого уровня лучниками, не имея магического урона. Ну а сам я наигрался в Альянс на несколько жизней вперед и переключу внимание на другие части этой чудеснейшей игры под названием Kingdom Rush. А если видео вам понравилось, напишите об этом в комментариях, поставьте лайкосик и подпишитесь на канал. Все самое интересное еще впереди. Ну а на этом все. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Пока.